Как прекрасен этот мир! Травка ли зеленеет, снежок ли поскрипывает, а люди резвятся, обнимаются, ходят на свидания и любят друг друга. Чудесно! Чудесно! Но что делать, если ты на этом празднике случайный пассажир? Разумеется, жениться в Скайриме, чтобы создать иллюзию жизни. Ну ладно, это все шуточки-прибауточки. А если серьезно, сегодня я расскажу вам, как при помощи пары простых модов можно буквально в несколько кликов сделать компаньоном своего девакина из другого прохождения. Более того, я расскажу, как собрать пати из дюжины ваших девакинов, сделать их живыми и разговорчивыми, настроить боевой стиль и при этом сохранить им модовую внешность, модовую броню и модовые заклинания. Ну и конечно, не думайте, что у меня тут эти ваши кликбайты. Конечно, я расскажу, как поженить двух девакинов из разных прохождений. Да, сейчас и навсегда. Друзья, с вами Синтетик. Располагайтесь, заваривайте пряного любовного зелья. Мы начинаем. Брак в Скайриме такая же часть геймплея, как и крафт, как и бои. В фильмах и книгах мы наблюдаем не только за конфликтами, сражениями и превозмоганиями героев, но и за их романтическими отношениями. И также в RPG-играх. Ролевой элемент кажется несколько неполным, если у героя, судьбу которого ты выстраиваешь прохождением, нет любовной линии. Но главная проблема Скайрима в том, что любовные линии здесь несколько специфичные. Ну, вы знаете. Я смотрю, у тебя амулет Мары. Сказать по правде, да. А как насчет тебя? Стало быть, решено. Ты и я. Это касается не только романтики. Компаньоны здесь тоже слегка деревянные. Я бы сказал, что они похожи на манекены, но манекены в Скайриме порой проявляют больше свободы воли, нежели иные компаньоны. Это особенно хорошо чувствуется на контрасте. Тот, кто пришел в Skyrim после Ведьмака, серии Dragon Age, Dragon's Dogma, Mass Effect, игр ДНД типа и так далее, будут неприятно удивлены скудностью взаимодействий с напарниками и любовными интересами. Все NPC в игре заскриптованные и поэтому скучные, и с ними нельзя пообщаться так же интересно, как с людьми в жизни. Мы, давние фанаты Скайрима, к этому привыкли. Суть Скайрима, душа Скайрима, если угодно, не в прописанных персонажах и длинных диалогах. Суть Скайрима в открытом мире, духе исследования и в бесконечном разнообразии вариантов отыгрыша. Хотя, кому я вру? Все знают, что душа Скайрима в модах. Впрочем, это уже совсем другая история. Но знаешь, как бы интересно не был прописан персонаж, какой бы талантливый сценарист не корпел над его характером и биографией, в конце концов, самым прописанным, самым интересным и глубоким всегда окажется именно твой главный герой. Конечно, не где-то на бумаге, а у тебя в голове. Прохождение по отыгрышу – это отдельный вид искусства. Никто лучше тебя не придумает, каким бы ты хотел видеть героя, его биографию, характер и жизненные ориентиры. И оказывается, что такому сконструированному у тебя в голове твоему личному сценарному исполину и замутить-то не с кем. Да, есть Сиранна, которая на безрыбье на фоне остальных деревянных компаньонов кажется просто богиней диалогов. Но как раз таки с ней в храм Мары не сходишь. А тебе никогда не приходило на ум, что для твоего персонажа лучшим компаньоном, врагом или любовником был бы другой твой персонаж? Слушай, а ловко ты это придумал. Да, ведь по отыгрышу можно создавать самых разных героев. Твои сохранения — это как главы романа, в каждой из которых приключения уникальных персонажей. На мой вкус, скооперироваться с другими своими девакинами куда интереснее, чем с ванильными неписями. Но давай уже переходить к сути. Какие моды нужны, чтобы этого добиться? Основа, я бы даже сказал, база нашей сегодняшней сборки — это, безусловно, мод «Знакомые лица», он же Familiar Faces. Этот мод позволяет сделать главное — сохранить девакина в качестве NPC на все другие прохождения. Теперь внимание, если у тебя ванила, вот чистая ванильная игра без модов. В этом случае для корректной работы знакомых лиц понадобится несколько дополнительных модов. Если же у тебя сборка, любая сборка, эти моды не нужны, они у тебя уже есть, уверяю. Нет таких сборок, где бы не было этих модов.
Во-первых, плагин SKSE. Это расширитель игровых скриптовых возможностей. Он необходим для успешной работы огромного количества модов. Во-вторых, SkyUI. Этот мод обновляет интерфейс игрового инвентаря, магии и, самое главное, добавляет меню настройки модов, в котором нам сегодня придется чуть-чуть поработать. И, наконец, в-третьих, Race меню, расширитель возможностей меню создания и настройки персонажей. Еще раз, в любой адекватной сборке все эти моды есть. Итак, дамы и господа, мы установили мод «Знакомые лица». Теперь нам с вами надо попасть в святилище героев. Именно там персонажи сохраняются для попадания в другие прохождения. Чтобы попасть туда, нужен камень телепортации. Он должен автоматически добавиться в инвентарь каждого нашего героя на всех сохранениях. Но бывает и такое, что мод установлен правильно, а камень не появляется из-за какого-то бага. В таком случае либо устанавливаем еще один мод Add Item Menu, с помощью которого можно получить любой предмет из любого установленного мода, либо перемещаемся в Whiterun, идем в казарму стражи и там подбираем запасной камень телепортации. Камень в инвентаре в разделе «Разное», на него надо просто тыкнуть мышкой, и мы телепортируемся в святилище героев. В самом святилище есть 12 алькавов. Это количество героев, которых можно конвертировать в NPC. Дальше все просто. Выбираем любой алькав, подходим к книге на постаменте, жмем и выбираем «Написать историю». Но прежде чем сохранить героя, надо выучить парочку простых правил. Во-первых, имя персонажа должно быть на латинице, то есть английскими буковками. Русский язык не поддерживается. Открываем консоль, прописываем команду Show Race меню, меняем кириллицу на латиницу. И во-вторых, прически с физикой чреваты проблемами. Они почти наверняка забагуют нам персонажа. Он или просто будет невидим, или окажется лысым, а прическа превратится в ниточку, которая будет тянуться от героя к месту его спавна. Или проявится еще какая-нибудь аномалия, которая обязательно крашнет нам игру. Есть некоторые отзывы, что кому-то там якобы удавалось сохранить волосы с физикой без багов, так что не буду утверждать, что это в принципе невозможно, но я должен рассказать о рисках. Лучше подобрать прическу без физики. Итак, тыкаем «Написать историю», и тут начинается магия. Анимированный процесс сохранения. Сколько он будет длиться, зависит от мощности железа и от того, сколько у нашего героя предметов, заклинаний и перков. Забитые под завязку герои на слабом железе могут сохраняться очень долго. Потом нашего Давакина отпускает из анимации сохранения, он ловит короткий отходняк, а алькав начинает пульсировать золотым свечением. Ждем еще, и наш герой начинает проявляться. Вот его моделька, а вокруг трофей его личной истории. Свидетельство того, какие главные квесты Скайрима он успел пройти. Вот они слева направо. Здесь не весь список, я не осилил пройти весь Скайрим для демонстрации, и какие еще квесты проявятся трофеями в святилище, тебе уже предстоит выяснить лично. Теперь, в принципе, можно обойтись и без настройки мода. Заходим на сохранение с другим героем, перемещаемся в святилище, тыкаем на постамент с сохраненным героем, выбираем «Отправить в мир», и герой переместится в случайную локацию Скайрима. Мы увидим извещение о том, куда именно его забросили. Но это не наш путь, мы будем настраивать и самого героя, и место его появления. Так что открываем меню модов, которое нам подарил SkyUI, и ищем там знакомые лица. В меню мода первая вкладка «Установки персонажа». Справа можно выбрать, кого из 12 возможных героев мы будем настраивать. Слева видим функцию «Отслеживать персонажа». Она повесит на героя квестовый маркер и поможет легко найти его на карте. Это особо полезно, если мы отправим его в случайную локацию. Ниже выбираем тип голоса. Это очень важная настройка, ведь компаньона можно брать неписей только с определенными типами голосов. Также стоит учесть, что озвучка криков привязана только к дефолтным голосовым типам. Так что если мы хотим, чтобы герой проговаривал слова криков, а не просто издавал бум-эффект, оставляем дефолтный голосовой тип. Дальше идет прописка. Это локация, которую герой будет считать домом. В ней он заспавнится, и в нее же будет возвращаться, если мы с ним распрощаемся. Функция «Странник» означает, что непись заспавнится в случайном месте. Но можно выбрать конкретную локацию из базового списка или создать прописку самому.
Локация, в которой мы впервые применяем камень телепортации, автоматически добавляется в пул прописок. При повторном применении камня телепортации мы уже не переносимся в святилище героев автоматически, а видим выпадающее меню, в котором есть функция «Создать прописку». Эта функция добавит любую текущую локацию в пул прописок, и героя можно будет заспавнить именно сюда. Дальше у нас класс. Это внутриигровые классы, которые будут распределять навыки и атрибуты героя с повышением уровня. Вкладка нужна только для тех, кто, во-первых, разбирается, какие классы как распределяют навыки и атрибуты, а во-вторых, для тех, кто хочет, чтобы уровень непися был привязан к уровню главного героя, а не был фиксированным. Так что просто оставляем здесь дефолтное значение. Плашка отключения автоуровня отвечает за уровень героя. Появится ли он, каким мы его сохранили, или будет соответствовать уровню игрока. Вкладка «Броня проверка». Эта функция определяет, как непись будет выбирать экипировку. Функция «Всегда» означает, что он всегда будет носить снаряжение, в котором был сохранен, вне зависимости от того, дадим ли мы ему экипировку получше. И даже если полностью забрать у него базовое снаряжение, он через секунду его восстановит. Отключить означает, что герой будет, как и любой другой компаньон, выбирать снаряжение получше и не восстановит броню из воздуха. Враг игрока означает, что герой будет враждебен, но плашка «Возможность женитьбы» отвечает на вопрос, вынесенный в заглавие ролика. Как поженить давакинов из разных прохождений. А вот так. Нажать на эту кнопочку, и герой становится доступен для брака. Потом все как в ваниле. Амулет Мары, все дела. Амулет Мары? И тебя еще не заарканили? Чудеса. Да, для меня будет счастьем быть рядом с тобой, пока боги не примут нас, если ты того пожелаешь. Овощи хрустящие. Вместе до конца. Я намек понял, парень. Захочешь заработать деньжат? Найди меня. Остальные настройки интуитивно понятны. Будет ли герой использовать доступные крики и заклинания. Сняв плашку «Автовыбор», можно выбрать только определенные школы магии. Дальше идет вкладка «Святилище героев». В ней можно призывать сохраненных персонажей в мир, минуя святилище героев. Именно так можно соспавнить клона своего главного героя. Из оставшихся нас интересует только вкладка «Глобальные опции». Тут тоже почти все интуитивно понятно, стоит только присмотреться к плашке и использовать уровень масштабируемости. Бывает так, что самый первый герой, которого сохраняешь в святилище, багуется и остается первого уровня. Снятие этой плашки приведет его характеристики к изначальным. Правда, он все равно останется первого уровня. У следующих сохраненных в святилище героев таких проблем не наблюдается. Итак, знакомые лица настроены, но одного этого мода недостаточно. Только знакомыми лицами мы просто превратим наших героев в безвольных, бессловесных истуканов, то есть в типичных ванильных компаньонов. Нужно еще несколько модов, чтобы оживить наших героев и настроить их более гибко. Первый — это комментарии спутников. Тут все понятно, название мода идеально отражает его природу. С установкой этого мода спутники начинают с некоторой периодичностью выдавать разнообразные реплики. Это могут быть общие фразы или фразы, посвященные конкретной локации, либо врагам, с которыми предстоит сражаться. Когда Красная гора начала извергаться, в Моровинде стало невозможно даже дышать. И мы двинулись на запад. Я пришла к колодцу и загадала, чтобы Золотой Рыцарь приехал и забрал меня в свой замок. Ой, а если сказать, желание сбудется? Убивай этих колдунов как можно быстрее. Иначе они могут вызвать таких тварей, что не обрадуешься. Комментарии добавлены для каждого голосового типа, обладателя которого можно взять в компаньоны в ванильной игре. Второй — Additional NPC Follower Voice Types. Очень-очень affordable. Этот мод позволяет брать в компаньоны обладателей множества дополнительных типов голосов. Дело в том, что в Skyrim есть не так уж много голосов с возможностью взять в компаньоны, а делать героев с одинаковыми голосами — это, как бы сказать, нереалистично. Этот мод не обязателен, ведь можно задать герою тип голоса компаньона, взять его в напарники, а потом поменять голосовой тип в меню модов. Но такая возня связана с изрядным количеством лишнего геморроя и раздражает, так что лучше установить и этот мод тоже. И, наконец, жемчужина нашего списка вспомогательных модов. Extensible Follower Framework. Смотря откуда приходит Fabric, смотря сколько details. Или расширенное управление компаньонами. Значение этого мода трудно переоценить даже в отрыве от наших сегодняшних задач. Скажу за себя. Я, когда изредка беру опробовать какую-нибудь новую сборку, всегда устанавливаю этот мод, если собираюсь брать компаньона.
Я могу бесконечно петь дифирамбы этому моду, но просто пройдусь по тем функциям, которые отвечают текущим целям. Во-первых, это, конечно, возможность брать несколько компаньонов одновременно. В меню настройки есть ползунок, отвечающий за количество доступных соратников. Можно выкрутить его до предела и брать аж 100 спутников одновременно, но наши планы на сегодня не так грандиозны, нам хватит и 12. Во-вторых, важная лично для меня функция – возможность контролировать, будет ли компаньон вытаскивать оружие каждый раз, когда это делаешь ты. Меня этот момент просто выводит из себя. Даже один компаньон, что бесконечно лязгает мечом, стоит тебе поднять руку, доводит меня до кипения. А уж когда их дюжина, вся эта громовень заставляет меня резко забыть все, чему я научился на курсах по контролю гнева. Словом, просто выкручиваем ползунок на значение 0 и наслаждаемся. Больше никакого тебе лязга, соратники обнажат оружие только когда вступят в бой. В-третьих, теперь можно настроить дистанцию, на которой спутники будут стоять относительно игрока и друг друга. Согласитесь, то, что непись стоит где-то за километр от тебя, как-то не очень вяжется со статусом лучшего друга и тем паче кавалера или дамы сердца. В-четвертых, спутники, совсем как Сирана, получают возможность использовать любые интерактивные объекты и активаторы, когда игрок какое-то время бездействует. За то, насколько далеко они будут находить активаторы, отвечает ползунок радиус песочницы. В-пятых, это возможность задать спутнику стиль боя. К примеру, мы сохранили Давакина, который должен сражаться оружием в каждой руке. Но у неписей, в которых конвертируют наших героев в мод «Знакомые лица», нет такой возможности. Выбираем боевой стиль Берсерк и вуаля! Спутник начинает махать двумя дубинками сразу. В-шестых, возможность забирать всю экипировку у компаньона. Дело в том, что чары с брони и одежды не действуют на героев знакомых лиц до тех пор, пока они не снимут и заново не наденут экипировку. А в ваниле нельзя забрать у неписи их базовую броню. И, наконец, в-седьмых и в последних, это возможность учить неписей заклинанием и криком. Можно как научить спелам, так и заставить забыть выученное. Ванильных неписей можно заставить забыть только те спелы, которым их научил ты. Но у компаньонов, сгенерированных модом «Знакомые лица», можно забрать любые спелы. Это очень удобно, когда ты сохраняешь Давакина с огромным количеством лишних заклинаний, что висят мертвым грузом на его боевом интеллекте, а то и банально мешают играть. Попробуй погонять с компаньоном, вооруженным пепельной скорлупой, и поймешь, о чем я. По правде, чем меньше у NPC заклинаний, криков и перков, чем меньше захламлен его инвентарь, тем стабильнее и надежнее он будет. Я бы вообще рекомендовал оставлять Давакинам только базовые заклинания и экипировку, которыми ты регулярно пользуешься в прохождении. И все, на этом наша сборка закончена. Теперь можно прямо в игре прокачать или создать при помощи консоли любого компаньона, сохранить его, настроить и гонять с целой толпой лично созданных героев. Но это еще не конец. Напоследок я приберег самое вкусное. Дело в том, что NPC Скайрима имеют довольно ограниченный функционал. Даже у таких вот добавленных и настроенных модом неписи есть множество ограничений. Они не умеют наносить наши любимые удары в спринте. Все любят удары в спринте, а кто напишет, что не любит, тот любит больше всех. Не призывают двух существ одновременно, они не используют заклинания школы иллюзии, они не умеют лечить главного героя, они не владеют большей частью заклинаний уровня мастер, на них не работает львиная доля зачарований, таких как повышение физического урона или сокращение расхода маны. И ты спросишь меня, а есть ли способ заставить неписи делать все это? А может быть, ты хочешь большего? К примеру, чтобы твой король Лич призывал целую орту скелетов. Или поднимал не двоих, а, скажем, 100 мертвецов. Совсем как в соло-левелинге. Да, в соло-левелинге. Миллион злых бомжей. И у них миллион топоров, пил, ножей. Или ты хочешь, чтобы твой мастер парирования мог создавать собственных клонов, совсем как в Наруто? Здорово. Как всего этого добиться? А я отвечу, такого героя могу сделать я. Вот лично я, причем, что характерно, абсолютно бесплатно. Для этого нужен сущий пустяк. Всего-то надо занять одно из призовых мест в турнире NPC, которую я давно и тщательно готовлю. Суть турнира довольно проста. Наверняка многим знакомо понятие теории крафта. В основном его используют в экшен-РПГ. По факту это создание билда персонажа на бумаге, чтобы потом не запороть билд во время прохождения. Таким же теорией крафтом предлагаю заняться и я, но в Скайриме. Только получившийся билд будешь использовать не ты, а NPC.
Герой, которого я создам в игровом редакторе Creation Kit. Сделаю ему любую внешность на твой вкус и обеспечу корректную работу всех элементов билда. Сейчас я готовлю видео с отбором на этот турнир, но можно ознакомиться с правилами и набросать черновик билда уже сейчас. Переходим в мою группу ВКонтакте или канал в Телеграме, там висит объемная Google таблица, куда я внес все, что разрешено на турнире. Таблица еще не на 100% закончена, возможны незначительные изменения, но суть уже меняться не будет. Так что проходим, участвуем, готовим черновики анкет, участие в турнире также абсолютно бесплатное. Турнир на 32 участника, и 8 мест уже занято, осталось только 24. О деталях отбора на турнир я расскажу в грядущем видео. Что ж, друзья, делитесь в комментах мнением по поводу нашей сегодняшней микросборки модов. Если назрели вопросы, задавайте их также в комментариях. Может быть, вам не удалось что-то настроить или какой-то мод у вас забаговался. Постараюсь помочь в меру своих скромных знаний. А может быть, вы хотите узнать что-то более углубленное. К примеру, как переписать код вашего персонажа и добавить ему крики, которые не сохраняет мод «Знакомые лица». Высасывание жизненной энергии, зов доблести, вызов Дюрневира. Словом, жду от вас обратной связи, друзья. А на сегодня мы заканчиваем. С вами был Синтетик. Обязательно подписывайтесь на канал и до новых встреч!